Нам нужно помнить о том, что в случае... Владельцев автомобилей с государственным номером Анна 345, Анна Калина, Ольга 374, Анна, Роман 127, Ульяна Михаил, Владимир 269, Николай Владимир. Убедительно просим вас переставить свои машины на территорию выставочного комплекса. С внешней воспалительной резорбцией, которая сопровождается воспалительной резорбцией периапикальной области корня, нам нужно помнить, что наше имплантическое лечение может быть затруднено, и владелец должен быть об этом информирован обязательно. And the last type of the external resorption is so-called external cervical root surface resorption. Еще один последний тип внешней резорбции – это наружная резорбция шейки. And it usually starts at the cement-enamel junction and progresses up to the crown and down to the root. Обычно берет свое начало подобная резорбция в области перехода между эмалью и цементом и может распространяться вверх в область коронки и вниз в область корня. So, as in this case, when so much tooth substance is lost, there is no other way than to extract it. В ситуации, как здесь мы видим на снимке, когда такое количество тканей зуба утрачено уже, у нас иных, кроме экстракции, способов лечения нет. It is very rare, and we don't know if it's associated with any other disease. Такая ситуация встречается довольно редко, и нам на сегодня неизвестно, есть ли связь с какими-то другими поражениями, заболеваниями такой тип резорбции. So again, the options for treatment are either extraction or endodontic treatment, root canal treatment. Таким образом, возможные методы лечения для такого типа резорбции – это экстракция или лечение корневого канала. But usually we see them in advanced cases, so in most cases we end up with extraction. Однако в основном такие пациенты оказываются уже перед нами в запущенном состоянии, когда уже процесс зашел слишком далеко, и единственной опцией лечения остается экстракция. The other thing, if we decide to do just restoration, usually these lesions progress regardless of treatment. Если говорить о возможной реставрации зуба в этой ситуации, то нужно помнить о том, что в случае подобного рода резорбции повреждение имеет тенденцию прогрессировать, несмотря на какие-то наши попытки его остановить. Now we go and look on the inside, so internal resorptions. Давайте теперь взглянем на ситуацию изнутри, то есть рассмотрим ситуацию, которая как может варьировать изменения резорбции зуба с внутренней стороны. So looking on the radiographs, we will see these lesions within the root canal. Рентгенологически мы будем видеть такие повреждения в виде корневого канала, то есть мы будем предполагать, что это корневой канал. An internal inflammatory resorption looks like an oval-shaped lesion within the root canal. Внутренняя воспалительная резорбция – это ситуация, когда мы будем наблюдать включение таких обширных, достаточно овальных изменений рентгенологической плотности ткани внутри корневого канала. These lesions are again associated with inflammatory diseases like periodontal disease or endodontic disease. Эти изменения обычно сцеплены, связаны с воспалительными поражениями, эндодонтическими заболеваниями и пародонтальными заболеваниями. So the treatment needs to be focused on the underlying disease, either periodontitis or endodontic disease. Лечение таким образом ваше должно обязательно быть сосредоточено на причине заболевания, то есть поражении эндодонта или поражении пародонта. Again, if we decide to do root canal treatment, we need to know that these are not easy because the canal is not even and it's very difficult to clean it, shape it and obturate it nicely. В случае, если в качестве лечебной методики мы выбираем лечение корневого канала, то нужно
помнить, что данный вид резорбции чрезвычайно осложнит наше лечение снова. Связано это с тем, что в этой ситуации корневой канал будет иметь неровную форму, и вам будет очень сложно его хорошенько вычистить, обработать и потом хорошо заполнить. Then there is also so-called internal surface resorption, which is usually present in the apical area of the canal. Еще один тип резорбции внутренней – это внутренняя, так называемая поверхностная резорбция, которая обычно сосредотачивается в области апикальной части корневого канала. It's very rare, and in humans it's considered self-limiting and non-painful. Это чрезвычайно редкая находка у людей. В медицине считается, что это случайная находка и что, как правило, не болезненно и саморегулируема. The problem we have is that we don't know if this is associated with endodontic disease or not. Проблема, с которой мы, ветеринарные врачи, сталкиваемся в связи с подобным типом резорбции, связана с тем, что мы не знаем точно, есть ли связь такой резорбции с эндодонтическим поражением. So how do I approach these cases? If I see a lesion like this and it is associated with a fractured tooth or periodontitis, каким образом доктор какой подход выработала к работе с такими пациентами, с таким типом резорбции? Если она видит подобного рода изменения, такую резорбцию, которая связана одновременно, при этом регистрируются признаки поражения эндодонта или зуб сломан. but if I don't see any other problems with this tooth, like in this case, where it is perfectly clinically fine, то она предпринимает лечение. Но если ситуация такова, что данный вид резорбции оказывается случайной находкой, то есть зуб выглядит абсолютно спокойным, ткани вокруг зуба совершенно в порядке, I may be more conservative and suggest radiographic recheck in 6 to 12 months. С ее точки зрения, в этой ситуации будет разумно выбрать более консервативный подход и ничего не предпринимать, но порекомендовать владельцу повторный рентгенологический контроль через год. And then the last type is the internal replacement or internal tunnel resorption. Следующий тип внутренней резорбции – это внутренняя замещающая резорбция или внутренняя тоннельная резорбция. It is very rare and again clinically looks like resorption, like any type of resorption, as you can see on the clinical photo. Это довольно редкая тоже находка. Клинически, рентгенологически она выглядит как любой тип резорбции. But then on the radiographs, it looks like there are tunnels in the dental structure. Рентгенологически, впрочем, мы можем регистрировать формирование своеобразных тоннелей внутри зуба. So the treatment for this one is extraction. Единственное возможное лечение в этой ситуации – это экстракция зуба. The problem is the extraction is pretty difficult because the tooth actually crumbles when you try to get it out. Однако в этой ситуации экстракция будет непростой операцией, совершенно связано это с тем, что при таком типе резорбции зуб крошится, и вам бывает очень трудно его извлечь целиком. So again, I would recommend doing post-operative radiograph, like you can see here, to make sure that we really took out all the remnants of the tooth. И в этом случае абсолютно необходимо проводить постоперационные рентгенологические обследования для того, чтобы проконтролировать себя, чтобы увидеть, что у вас не осталось кусочка зуба. And then in some cases, in this study where they were looking for resorption in dogs, they were unable to classify it in any category. Есть еще одна возможность, вероятность, которая была доказана в результате исследований, которые имели своей целью попытаться классифицировать различные дезактивные поражения зубов у собак. И в результате вот этих исследований удалось обнаружить тип резорбции, который не может быть классифицирован, то есть варианты резорбции, которые невозможно привязать к предыдущей категории. And you can see on this radiograph that this tooth is being resorbed totally unorganized or just in a very unusual way. Примером вот такой резорбции для классификации, вы можете увидеть его вот здесь, может быть ситуация, когда вы видите зуб подвергся
вырезать вот эти резорптивные изменения или пневмологические в той или иной категории. And they found that such unclassifiable resorptions are mostly associated with previous radiotherapy treatments or with the Pedigree cysts. Известно, что вот подобного рода неклассифицируемые резорптивные повреждения чаще всего встречались у собак с лучевой терапией в анамнезе и у собак с адаптогенными кистами. And here we will finish with the lecture. At this point I would invite you, if you want to know more about dentistry, you certainly have great colleagues also here in Russia, but I will also invite you to our European Congress. И это окончание нашей первой лекции, и на этом этапе доктор очень хотела бы вас пригласить на Европейский стоматологический конгресс, если вы заинтересованы в углубленном изучении стоматологии. And if you are interested, we'll have also a short day of dentistry here in Moscow on June 9. И еще, если вам интересно, 9 июня здесь в Москве у нас такой тоже будет стоматологический день. Are there any questions? Вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, при внешней воспалительной резорбции как дифференцировать от периапикального абсцесса? И можно ли лечить методом ампутации корня, верхушки корня? So, clinically and radiographically, it's very difficult to differentiate abscess, granuloma, and cyst. Those are usually histological diagnoses. С точки зрения диагностики первой части вашего вопроса очень трудно и клинически, и эпидемиологически бывает сориентироваться, да, дифференцировать абсцесс, гранулемную кисту. Especially granuloma and abscess can look pretty much the same. The cyst usually has a very well-defined border. Абсцесс и гранулема будут выглядеть очень похожи между собой. У кисты, в отличие от вот этих процессов, вы будете видеть очень четкую границу. But when it comes to treatment, so basically the answer is we can't really differentiate. Что касается дифференциации, как отличить внешнюю воспалительную резорбцию и абсцесс, это невозможно. У нас нет возможности, нет признаков, на которые мы можем опираться на дифференциацию. But then when it comes to treatment, how I usually approach it is that I would try with a normal grade treatment first, unless there is really bad destruction of the apex. Если говорить о лечении, то есть несмотря на невозможность такой клинической дифференциации вот этих процессов, обычно доктор действует по такому пути. Она начинает с нормального обычного лечения, то есть с доступа через коронку. But if the lesion of the apex is really big, or if there is severe destruction of the apex, then amputation of the apex, so-called disectomy, and retrograde filling is a possible option. Однако в случае, если периапикальная часть очень сильно изменена и сам апекс корня изменен тоже очень сильно, то эта ситуация при наличии таких драматических изменений будет показанием для нее для ампутации апекса корня и заполнения корневого канала через ампутацию апекса корня. Еще вопросы есть? Не стесняйтесь, спрашивайте, мы учимся. В самой презентации, наверное, перевели неправильно, была
So, thank you. So, usually I try to do the endodontic treatment in one go, so in one stage, unless it's resorption, severe resorption, and I decide to do normal grade treatment, or if there is bleeding through the apex. Обычно доктор предпочитает проводить эндодонтическое лечение за один прием, то есть не стадировать его, за исключением ситуации, когда у нас есть обширные резорптивные изменения, очень такие массированные, или случаи, когда в момент лечения кровотечение очень большое. In case I do it in 2 stages or several stages, then yes, I would use calcium hydroxide paste as a temporary filler. В случае, если ей придется стадировать, приходится по тем или иным показаниям стадировать лечение, да, разделять его на несколько этапов, то она будет использовать гидроксид кальция, пасту на основе гидроксида кальция в качестве такой временной замещающего дополнительной профилактики. Когда речь шла про кошках, вы, доктор, сказала, что все зубы исследуются рентгенологически, а когда речь идет о собаках, все зубы, какие-то отдельные зубы, по какому принципу? I would recommend full mouth radiographs dogs as well. It's basically my routine to do full mouth radiographs in all of my patients. Собакам то же самое. Доктор говорит, что она предпочитает использовать рентгенологическое обследование каждого зуба, и собакам тоже, и вообще это основа ее подхода. Когда она работает, каждый пациент получает такой обзор рентгенологическую картину. And the reason for that in general situations is that if we don't do radiographs and rely only on the clinical examination, we have about 50% chance to miss the diagnosis in cats and about 30% chance to miss a diagnosis in dogs. Причина такой рекомендации заключается в том, что если мы будем в своей диагностике опираться только на клиническую симптоматику и данные визуального осмотра, то есть 50% вероятности того, что мы пропустим проблему у кошек, и 30% того, что мы пропустим проблему у собаки. Еще вопросы? Уважаемые коллеги, здесь есть свободные места, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, не стойте. Лекция интересная, времени много, устанете. Проходите. Пожалуйста, сдвиньтесь более плотно, чтобы ваши коллеги смогли тоже послушать презентацию.